Друзья, здравствуйте. 5 июня 2026 года. Снимаем мы далее деревни. Белый летописец на связи. Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Направляемся мы сейчас в деревню Сущев. Только что отсняли маски. Попытались. Деревня Сущев, опять же, в составе Холстовского сельсовета Быховского района Могилевской области, Республика Беларусь. В общем, смотрите, по названию деревни тоже несколько версий. Хозяйственно-ландшафтная, то есть место, где сушили рыбу или дерево. Это наиболее признанная версия для деревень с корнем суш в Поднепровье, друзья. Суть в чем? В древнерусском языке и старых белорусских говорах слово сущ или сущик обозначало мелкую сушеную рыбу, особенно снетка, которую заготавливали впрок. Быховский район исторически завязан на реку Днепр и обилие озер. Места, где массово вылавливали, затем сушили рыбу на специальных настилах, сушилках, называли сущевами. Ну и вторая деталь, слово суш также использовалось для обозначения сухих мест среди болот, возвышенных песчаных островков или участков выжженного сухого леса, друзья. Монографии знаменитого топонимиста Жухкевича, краткие топонимические слова в Беларуси, прямо указывается, что поселения с корнем суш возникали на базе сезонных промысловых лагерей. Ну, вторая версия, антропонимическая. В средневековых актах Великого княжества Литовского Могилевской губернии имя или фамилия Сущ встречается регулярно. То есть прозвище. То есть по прозвищу кого-то человека. Ну, известный лингвист Мурзаев в труде «Словарь народных географических терминов», разбирая суффиксальные формы, доказывает, что до 60 деревень в Восточной Беларуси с такими окончаниями, как ов, ев, ин, изначально были частновладельческими заимками, названными по имени первого хозяина, друзья. То есть вот это вторая версия по имени владельца. Ну и темная сторона, которая коснулась деревни, опять же, согласно электронной базе данных белорусской деревни, сожженные в годы Великой Отечественной войны, домов до войны 111, людей до войны 529. То есть половина городца, там 1000 с хвостиком было. Разрушено домов 50, убито людей 13. Вот такая вот историческая справка, друзья. Ну, что ж, сейчас поедем прямо до самой деревни. Уже включусь с нее. Итак, друзья, свернули мы уже к деревне. Направляемся к ней. Дорога песчаная с булыжником. Ну, такое себе, конечно, ехать. Что-то накрыто пленкой на холме. Ну ладно, проезжаем. Там, возможно, далее будет
получше дорога. Вроде как даже асфальт начинается. Возможно, стоило тут, конечно, пройти пешком, не ломать велик по этим камешкам. Мы уже тут проедем. Ладно. Итак, согласно Яндекс.Картам, у нас есть улица Центральная здесь, в этой деревне. И есть какие-то улочки, которые отходят от нее налево, направо. Сейчас будем с вами, друзья, разбираться, смотреть. Слышен какой-то звук, видимо, техника где-то работает, возможно, трактор на поле. Проезжаем мост через маленькую речушку. Ну и вот, друзья, Сущев. Ну что, друзья, завернем мы. Проедем здесь. Колодец, как обычно, по правую руку. Аистовое гнездо. Работает техника, он трактор, как я и предполагал. Хорошо ехать, нормальная дорога. Пахнет сеном. По такой дороге, друзья, вот с травой, как по асфальту ехать, так же легко. Так, ну, авто стоит впереди, дома жилые. Ну и, судя по всему, все, друзья. Дальше здесь пути-то нет. Возвращаемся. А сниму и обратный путь. Может, что-то пропустил. Как в городце по улице Центральная ехал, друзья. Против солнца проехал, не заметил братскую могилу. Возвращался назад, когда солнце было в спину, обнаружил эту братскую могилу, памятник там установлен. Ну и, конечно же, спешился и отснял его.
Раннее утро, а уже работает техника в полях, чтобы к обеду успеть намолотить побольше. Так, друзья, здесь заброшка, а здесь жилое, судя по всему. Кстати, в масках, там где было аистовое гнездо, я подъезжал, это фейковое. Там аист сидел фейковый. Не шевелился, пластиковый, видимо. Так, ну что, друзья, улица Центральная. Заброшка. 59-й тоже, судя по всему. Если жилой, напишите в комментариях. Так, пока что несколько домов жилых мы увидели. Дальше идет лес, заросли. Так, ну вот тоже чьи-то угодья. По правую руку дом. По левую руку колодец. Друзья, буду, наверное, возвращаться назад. Тоже отсниму, чтобы опять же солнце было в спину. Так, ну по правую руку тут какие-то предприятия, сено заготовлено. По левую дома. Стройка у кого-то ведется. Так. А здесь, судя по всему, написано. Нам ничего не остается, как ехать дальше, друзья. Друзья, если вы знаете, откуда произошло название Сущев, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я предположил две версии, вам рассказал. Такс. Едем далее. Еще виднеется дом. Прекрасная дорога. Ну вот поворот был направо, ладно, на обратном пути, может, нужно сверяться вообще с картой, где мы, что мы. Так,
Вроде как мост через реку Мокрянка. Слышно, как кто-то траву косит. Ну давайте свернем сюда. Хотя дома здесь, они сверху находятся. Так, друзья, давайте я сверюсь с картой, куда мы заехали. Так, друзья, ну, согласно карте, мы вроде как правильно завернули по дороге, но дома здесь, они на возвышенности находятся. Давайте немного пройдем, посмотрим. Возможно, придется подняться на холм. Здесь обрыв вниз. А здесь как будто бы все завалено деревьями. Вроде заброшенная. Так, ну чей-то двор и еще поворот. Тут дома тоже есть. Дальше дороги нет. Разворачиваемся. Сено сушится. Кто-то музыку включил. Чисто такая а-ля 80-е, 90-е. Возвращаюсь сразу, друзья, в детство с такой музыкой.
Ну вот такая музыка, друзья, как никакая другая лучше подходит к таким вот поездкам. Спасибо хозяину, что включил такой трек нам. Разбавил мое сухое видео. Чувак, если ты смотришь это видео, моя тебе благодарность. Так, друзья, едем далее. Сюда мы свернули, проехали. Возвращаемся на улицу Центральная. Так, друзья, застряли. Ну что, делаем ставки. Живой аист или нет? Вроде как живой. Пасека Медовый рай. Кто занимается медом. Ну, друзья, возвращаемся мы далее на улицу Центральная. Продолжим съемку там. Ну и все по карте, друзья. Последний дом где-то здесь будет заканчиваться. Сущев. По идее, друзья, должен быть какой-то знак, что деревня заканчивается. Да, вот мы, получается, покидаем ее. Друзья, я хотел проехать еще раз через всю деревню, чтобы солнце было в спину. Просто проехать. Там еще хотел где-то завернуть. Но уже, может, не заверну. Просто проедем. Бегло. Наверное, из достопримечательностей только Медовый рай, пасека. Сделал бесплатную рекламу Медовому раю. Так, проезжаем. Проезжаем мост.
Но где-то здесь вроде бы я хотел повернуть. Ну давайте. Для разнообразия просто. Потом вернемся уже на центральную. Будем возвращаться. Ну вот не зря мы поехали сюда еще. Здесь есть дома тоже. Друзья, пишите в комментариях, если узнали местность. Ну, в принципе, здесь неплохой такой пласт домов мы могли пропустить, если бы я поехал просто по центральной. Так, вывески с названием улиц здесь нет. Дома закрыты, видимо, под дачу у кого-то, либо уехали в город. Колодец. И еще домик. Ну и дальше вон там руины какие-то. Но согласно карте еще дальше что-то есть. Ну давайте попробуем, если получится. Там тоже как будто бы какая-то коробка. Вот смотрите, здесь просто остатки. Друзья, здесь трава слишком густая. Не поеду, но вроде как будто бы где-то здесь еще старое здание. Так, разворачиваемся и будем возвращаться к центральной улице. И снимать еще ее. Ну, то есть, друзья, деревня живая, пчелиная пасека у человека. Близость природы, конечно, способствует добыванию меда. Так, едем с вами, друзья, проезжаем. Парники у кого-то. Ну, то есть живут, а здесь, видимо, нет. Никто не живет.
что, друзья, улица Центральная. Выехали мы. И продолжаем съемку. В горку тяжело, но сейчас уже полегче будет мне крутить педали. В целом, друзья, как я говорил, двойной заезд по одной и той же улице может открывать какие-то новые нюансы. Двадцать четвертый дом, 33-й. Двадцать восьмой. Разрушенный дом. Здесь жилой. С колодцем. Пятьдесят первый дом. Люди уже встали. 7 часов 13 минут, друзья. Котик. Кс-кс-кс. Ну вот здесь вполне себе могли быть дома по левую, по правую руку раньше. Ну и, друзья, покидаем мы Сущев. Такой небольшой ролик, обзор на эту деревню. Друзья, оставайтесь на связи и до новых встреч.